Друзья ютуберы, всем привет! Вот и наконец-то вы дождались мое следующее видео на классный сериал. Хочу сказать спасибо за поддержку в виде лайков, комментариев, вашего мнения и подписки. И надеюсь, вы это видео оцените так же, как оценили предыдущие. А это краткий пересказ сериала «Клан Сопрано», 3-й сезон, 2-я серия. Приятного просмотра. Ну теперь мы друг друга понимаем, да? Ты гуталин. Простите? Ну, черномазый, баклажан. Тони валяется в обмороке. Что произошло, никто не знает. Оказывается, что Кармела его нашла уже в таком состоянии. Совсем недавно, когда Тони спустился с верхнего этажа, он увидел ухажера своей дочки. Ну, можно сказать, ухажера. Ему не понравился цвет его. Он начал узнавать у этого паренька, которого зовут Ной, что, оказывается, мать его еврейка, отец его африканец, либо наоборот. И начал его троллить, что у него тоже есть друзья, которые черного цвета, но они не хотят, чтобы его сын гулял с ихними дочерьми, также не надо гулять с моей дочерью. Понял, уголек? После этого у него на кухне происходит опять приступ, и он падает. Кармела начинает думать, что скорее всего это было из-за того, что паренек черный. С поганым настроением Тони приезжает к своей матери. Там уже сидит и сиделка одноногая, сестра русской шалавы, которая обычно была с Тони. И, кстати, интересный и грустный факт. Во время съемок актриса, которая играла мать Тони, она уже умерла. И вы видите сейчас компьютеризированную графику именно лица актрисы на теле ее дублерши. Поэтому в тот момент, пока снимали эту серию, этой актрисы уже в живых не было. Ну, как обычно бывает, Тони начинает наезжать на свою мать, и они ссорятся. Вечером он решает прохладиться и посмотреть, не прилетели ли его утки-гуси. Но когда он приходит домой, ему сообщают очень печальную новость. Его мать умерла. Что делать, неизвестно. Все, пиздец. Он с Кармелой приезжает туда, куда приезжал сегодня днем, но только уже вечером, и машина скорой помощи увозит его мать. Назовем ее Наташа, потому что она русская и предлагает им бухнуть. Мэдоу не знает, что сказать своему брату, и просто считает, что надо уйти. А Тони-младший почувствовал, как из коридора в его комнату попал запах духов его бабки, которая умерла. И эти духи она использовала во время праздника. Тони решает обзвонить своих сестер. Но самое толстое и самое вредное начинает возникать, что у нее нет денег, чтобы приехать на похороны своей же матери. Тони все оплатит. Ночью он начинает смотреть разные фильмы и понимает, что матери ему все-таки не хватает. Утром приходят уже все остальные, чтобы узнать, как у них дела, и показать ему свои соболезнования. Это новый персонаж, Ральфи. Если вы не узнали этого актера, он еще был лысым предателем из Матрицы. Хоть у его матери было только 3 ребенка, всеми делами занимается только один Тони. Потому что Барбара, его сестра, занимается своими делами по поводу похорон, хотя особо ничем не помогает. А толстая сестра хочет пластинки ее матери. Потому что, ну, так и так, пластинки-то надо, они дорогие сердцу, хотя ей всегда было на них плевать. На приеме он не знает, что сказать Мелфи, потому что в такой ситуации он никогда не был. Мелфи тоже не знает, что можно сказать про то, что было у него в жизни и что теперь поменялось. И оказывается, что в команде Тони есть вонючий стукач. Назовем его просто стукач. И скорее всего стукачит он уже намного дольше, чем стукачил Пусси. Тони приходит в дом его матери, чтобы найти свою сестру, которая ищет немецкие сокровища у себя уже там в подвале. Начинается время прощания и поминок. Все собираются, чтобы встретиться с его матерью в последний раз. Тут приходит даже лысый Хер Джуниор, который искренне говорит, что этой женщины будет всегда не хватать. А уже на похоронах приезжают даже ФБРовцы, чтобы сделать несколько селфи на похоронах. Но близко не подходят, боятся остаться уже там. Толстая сестра Тони подходит к Наташе и говорит, что так и так, у тебя есть пластинки матери, мать моя умерла, так что давай пластинки мне. Уже дома у Тони собираются все, чтобы вспоминать, какая хорошая была у него мать. Приходит даже мертвый Пусси, если, конечно, вы увидели его в зеркале. И начинается разговор на честность.
Все говорят, что она отделила ихнюю дочь от них, что она создала много проблем, и все начинают говорить все правдивые вещи, какая она была плохая, но Кармела говорит, что она не хотела, чтобы все собирались, потому что боялась, что из-за такого характера никто не соберется. А уже вечером он смотрит фильм про мать и сына.